Сколько, по-вашему, должна стоить крутая тачка? Миллион или 10 миллионов? А что, если я вам скажу, что действительно понтовые автомобили стоят сотни миллионов или даже миллиарды? Я покажу вам самые дорогие и невероятно редкие машины. От китайской электрички за 320 миллионов рублей до Феррари за 6 миллиардов. И пристегнитесь, на десерт я оставил машину за скромные 13 миллиардов рублей. Расскажу в конце. Но давайте начнем по порядку. Например, с китайца. Вот уж кого не ожидаешь встретить в списке самых дорогих и редких автомобилей. NIO EP9 не просто электрический гиперкар, а истинное произведение искусства технологий. Одна из главных особенностей машины – это 4 разных электродвигателя, поставленных на каждое колесо. Они работают с индивидуальными коробками передач, отдавая впечатляющую силу, сравнимую с мощностью полноценного Chevy Camaro. Каждый двигатель способен выдавать до 335 лошадиных сил на колесо. Неудивительно, что NIO EP9 устанавливает рекорды, где бы он ни появлялся. Электрический суперкар славится не только мощностью, но и своей ценой. Стоимость постройки этой чудо-колесницы оценивается в 120 миллионов рублей, но в продажу ушло лишь несколько образцов, которые оценили в 320 миллионов. Это самая дорогая электричка в мире. Китайский суперкар способен разогнаться до 100 км в час за 2,6 секунды и проехать четверть мили за 10,2 секунды, достигая скорости 240 км в час. Максимальная скорость – 313 км в час. Ну что, как вам такой китаец? Неплохо? Но давайте поговорим про классические гиперкары. И начать хочется с самой престижной и дорогой Ferrari, которая сейчас существует. Это красавица LaFerrari Aperta. Выпущенный ограниченным тиражом в 210 экземпляров в 2016 году, этот гиперкар от всемирно известного бренда завоевал сердца автомобильных энтузиастов. Он представляет собой наиболее дорогой гибридный родстер от Ferrari. Ускорение до 100 км в час занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км в час. И это неудивительно, если заглянуть в сердце этого чуда, в котором бьется 6,3-литровый двигатель V12 мощностью в 960 лошадиных сил. Это все при массе 1395 килограмм. Да, впечатляет. Цена на старте продаж доходила до 350 миллионов рублей, но не факт, что сейчас ее кто-то решится продать и за миллиард. Внешне Aperta крайне похожа на оригинальный LaFerrari, за исключением одного важного аспекта – ее крыша отстегивается. Нет, это не сложный электрически управляемый верх, как у некоторых других автомобилей. Здесь просто две панели из углеродного волокна, которые можно снять вручную. Это не самый изысканный способ, однако он помогает снизить вес и упростить конструкцию. Машина красивая, спору нет, но что если хочется немного экзотики? И тут нам поможет сумасшедшая CC-XR Trevita, которая была произведена всего в 2 экземплярах, что делает эту модель от Koenigsegg одним из самых редких и дорогих автомобилей в мире. CC-XR – это самая экологическая чистая версия от CC-X, оснащенная 4,8-литровым двигателем V8 с двойным наддувом, работающим на этаноле E85 и E100. При работе на этаноле мощность автомобиля увеличивается до 1004 лошадиных сил, что является прямым результатом охлаждающих свойств этанола в камерах сгорания двигателя, позволяя машине максимально раскрыться. Его максимальная скорость составляет 400 км в час. И угадайте, кому принадлежит один из 2 автомобилей. Флойду Мейвезеру, который купил эту тачку за 4,8 миллиона долларов, что в пересчете на наши деньги практически 480 миллионов рублей. Но поверьте, мы только разогреваемся. Там дальше вас ждут вообще сумасшедшие варианты. Ferrari Pininfarina Sergio – это дань уважения легендарному дизайнеру марки, в честь которого и дали название этому чуду автомобильной промышленности.
Двигатель V8 выдает 570 лошадиных сил, что позволяет разогнаться до 320 км в час, а первую сотню набрать за 3,4 секунды. Звучит не так современно, конечно, но это скорее икона стиля, чем классический гиперкар в нашем понимании. Дизайн основан на Ferrari 458 Spider. Всего было изготовлено 6 экземпляров, и все они были проданы группе состоятельных людей. Ни одна из машин больше не перепродавалась, так и осев в коллекциях, а ее первоначальная цена составила 300 миллионов рублей. Ох, вот это красавица! Lamborghini Veneno Roadster. Это также лимитированная модель, было выпущено всего 4 штуки. Одна машина хранится в музее Lamborghini, остальные в частных коллекциях. Lamborghini Veneno Roadster – это идеальное сочетание стиля и функциональности. Внешний дизайн автомобиля вдохновлен миром авиации с резкими линиями и аэродинамическими характеристиками, которые помогают уменьшить сопротивление и улучшить производительность. Это не просто красивый спорткар, это еще и зверь на дороге. 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 750 лошадиных сил способен разогнаться от 0 до 96 км в час всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 356 км в час, что делает его одним из самых быстрых серийных автомобилей в мире. Цена Lamborghini Veneno Roadster начинается от 330 миллионов рублей. McLaren P1 LM – это более или менее легальная уличная версия McLaren P1 GTR, предназначенная только для треков. Lanzante, британская фирма, купила оригинальный P1 и переоборудовала его для продажи. Всего было изготовлено 6 LM. 5 были проданы частным покупателям, а 6 под кодовым названием XP1LM, прототип P1LM, сейчас используется для разработки и тестирования будущих проектов. P1LM оснащен более мощным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, чем P1 и P1 GTR, и развивает ограниченную максимальную скорость 350 км в час. При этом разгон до 100 км за 2,4 секунды, а мощность составляет практически 1000 лошадиных сил и 1050 ньютон-метров крутящего момента. Хоть и цена в 360 миллионов долларов кажется астрономической, но в нашем списке она лишь уверенный середнячок. А эта машина была выпущена ограниченным тиражом в 63 автомобиля. Lamborghini создала гибридный суперкар Sian с 6,5-литровым двигателем V12 и дополнительным электродвигателем. 819 лошадиных сил и разгон до сотни за 2,8 секунды. При этом автомобиль вполне возможно использовать и в повседневной жизни, в отличие от абсолютного большинства в нашем списке. Первоначальная цена продажи Sian составляла 360 миллионов рублей, хотя сейчас она уже перешагнула и за 400 миллионов. И, кстати, если вам кажется, что мы уже долго топчемся на одной и той же цене, то чуть-чуть подождите, и мы улетим в космос. Pagani Huayra Imola – это красивейший итальянский суперкар, изготовленный в 5 экземплярах. Масса всего 1246 килограмм. Сердцем итальянского гиперкара является 6-литровая V-образная 12-цилиндровая силовая установка от Mercedes-AMG, имеющая 2 турбины. Однако итальянским инженерам этого показалось мало, поэтому они немного модифицировали двигатель, поэтому он генерирует 827 лошадиные силы и 1100 ньютон-метров. Кстати, изначально автомобиль должен был называться Dragon, однако дебютировал как Imola. Цена составила сумасшедшие на тот момент 540 миллионов рублей. А теперь перейдем к еще более экстравагантной тачке. SP Automotive Chaos – это настоящее технологическое чудо, сокращенно от Spyros Panopoulos. Базовая версия Chaos Earth Version оснащена двигателем, развивающим 1389 ньютон-метров крутящего момента. При массе в 1388 кг машина разгоняется до сотни за 1,9 секунды, а до 300 км в час за 7,9 секунды. Экспериментальная версия Chao Zero Gravity работает на биотопливе E85 и способна выдать 1984 ньютон-метров.
До 100 км в час этот хаос разгоняется за 1,5 секунды, а порог в 3 сотни преодолевает за 7,1 секунду. Максимальная скорость свыше 500 км в час. Но лишь в теории. Протестировать подобное на трассе не представляется возможным. Автомобиль с 4-литровым двигателем обладает мощностью в 2000 лошадиных сил. Но это более бюджетная версия за 1 миллиард рублей, а вот версия Zero Gravity стоимостью аж 1,5 миллиарда куда сильнее – 3000 лошадиных сил. И да, вы не ослышались – 1,5 миллиарда рублей. Bugatti Diva лишен части шумоизоляции и оснащен более легкими колесами, в отличие от своего собрата Chiron. Автомобиль имеет оптимизированную аэродинамику. За счет своей конструкции Diva обладает мощностью в 1500 лошадиных сил, а до 100 км в час разгоняется за 2,4 секунды. Но самое интересное – двигатель и все, что с ним связано. В задней части кузова расположился V-образный 16-цилиндровый бензиновый мотор. Монструозный 8-литровый агрегат работает совместно с 4 турбокомпрессорами. Максимум, на что способен мотор – 1500 лошадиных сил мощности и 1600 ньютон-метров крутящего момента. Сумасшедшая мощь для автомобиля, который весит всего 1960 килограмм. Разгон от 0 до 100 км в час занимает у гиперкара каких-то 2,4 секунды. В этот момент машина создает 456 кг прижимной силы, а водитель с пассажиром испытывают перегрузку 1,6 джоулей на каждого. К слову, это всего лишь на 0,1 джоулей меньше, чем в салоне авиалайнера во время взлета с полосы. Да и стоит он, как самолет, 600 миллионов рублей. Этот автомобиль существует лишь в единственном экземпляре. Сейчас он находится во владении американского рэпера Брайана Уильямса. С места до 100 км в час автомобиль разгоняется за 4,4 секунды, а максимальная скорость составляет 351 км в час. Двигатель Excelero имеет мощность 800 лошадиных сил. Интересный факт, что к дизайнерским разработкам была привлечена 4 студентов из университета в городе Пфорцхайм, а принят за основу проект 24-летнего Фредерика Бурхарта, который и реализовала вручную известная итальянская фирма по производству кузовов Стола. Цена соответствующая – всего 800 миллионов рублей. Мечта любого коллекционера – Ferrari 250 GTO. Побывал в руках нескольких престижных владельцев, прежде чем добраться до планки в 6 миллиардов рублей. Немецкий гражданин Геру Грозу отдал за него 600 миллионов рублей в 2000 году. Следующий коллекционер, получивший спорткар в свою собственность, стал Кристиан Глессель. Именно он смог выручить с его продажи 6 миллиардов рублей. Эта жемчужина автоспорта известна своими заездами во Франции. 1963 год был ознаменован для нее участием в марафоне «24 часа Лимана». Под капотом находится 3-литровый двигатель V12. Коробка передач механическая. В целом начинка автомобиля выдает мощность в 300 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час с места занимает у этого красавца примерно 6 секунд. HP Barchetta дополняет и без того невероятное наследие Pagani Zonda и отличается довольно уникальным внешним видом. Задние колеса частично покрыты углеродным волокном, лобовое стекло меньше обычного, а сам автомобиль без крыши. Пиковая мощность Barchetta составляет 789 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 360 км в час. Разгон до сотни составляет 2,1 секунды. Да, это очень быстро. Как и другие спецверсии, новинка имеет свою комбинацию аэродинамических элементов на кузове. Например, передний обтекатель с черным клювом почти такой же, как у экстремальных модификаций прошлых лет. Итальянский дьявол стоит 1,7 миллиарда рублей. Bugatti Type 57 SC Atlantic представили более 90 лет назад, еще в 1934 году. Машина была образцом передовых технологий автомобилестроения. Двигатель объемом 3,3 литра с механическим компрессором типа Roots, выдававший мощность в 160 или 170 лошадиных сил.
позволял разгонять машину до 190 км в час. Говорят, что это самый первый выпущенный спорткар. Но не только это делает его уникальным. Всего когда-либо существовало лишь 3 таких экземпляра. Первый, в светло-голубом цвете, был построен по заказу барона Виктора Ротшильда. Впоследствии эта машина несколько раз меняла хозяев. В 2010 году она была продана на аукционе за астрономическую сумму 3 миллиарда 500 миллионов рублей. Покупателем был американский предприниматель и автоколлекционер Питер Маллин. Сейчас машина находится в его одноименном автомузее Malin Automotive Museum в Калифорнии. А теперь воистину самый дорогой автомобиль. Встречайте! Модель Mercedes-Benz 300 SLR в кузове купе с жесткой крышей создавался для участия в гонках 24 часа Ле-Мана сезона 1956 года на смену Mercedes-Benz 300 SLR без крыши. Однако в 1955 году Daimler-Benz принял решение приостановить гоночную программу в связи с трагедией в Ле-Мане. В ходе гонок в результате столкновения обломки Mercedes-Benz 300 SLR, которым управлял Пьер Левек, разлетелись на огромной скорости. Капот, как гильотина, в буквальном смысле сносил головы зрителям. Смертельными оказались и другие узлы машины. В результате погибло свыше 80 человек, получили ранения более 120 зрителей. И по сегодняшний день трагедия в Ле-Мане является крупнейшей катастрофой в истории автоспорта. Поскольку автоконцерн на долгое время отказался от участия в гонках, главный инженер профильного отдела Рудольф Уппенхаут оставил один из Mercedes-Benz 300 SLR купе себе в качестве служебного автомобиля. Его немного модифицировали, оснастив системой выпуска для обычных дорожных автомобилей. Именно этот экземпляр и был продан за рекордные 13,5 миллиардов рублей. Да уж, вот это цены! Тут продажей почки не обойдешься, но и машины невероятные, согласитесь. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видеороликах, пока!